Друзья, приветствуем вас в особой экономической зоне Технополис Москва. В этом огромном, просторном, но очень уютном здании расположилось множество высокотехнологичных производств. И одно из таких производств компании Юматекс Росатом сегодня мы и посетим. Юматекс – композитный дивизион госкорпорации Росатом. В структуре целых 17 компаний, включая 10 заводов в 8 регионах страны. На предприятиях Юматекс создана полная производственная цепочка от продуктов переработки нефти до готовых изделий. Недавно к нам обратился крупный производитель российского горнолыжного и сноубордического оборудования, известный по таким брендам, как Terror Snowboards, Prime, Paperboards, Imperial Ski. Ребята запустили очень важный и интересный проект по созданию детских горных лыж. И прямо сейчас за моей спиной идет производство мультиаксиальной стеклоткани, из которой совсем скоро эти лыжи и будут сделаны. Пойдем посмотрим. Спасибо. Ну что, вот она, чудо-мультиаксиальная машина, или как ее еще называют, МАМ. Но перед тем, как мы пойдем смотреть производство, парочку важных моментов. Что же вообще такое стеклоткань? Кстати, вот она, прямо перед вами, с пылу с жару, так сказать. Это такой текстильный материал, состоящий из 2 и более слоев, и нити в этих слоях ориентированы в разных направлениях. Благодаря этому из такой ткани можно делать легкие и прочные композитные материалы, которые активно используются в судостроении, авиации, автомобилестроении, в спорте, естественно, и в других отраслях. Помимо этого, вот эта мультиаксиальная машина, она уникальная в своем роде. Она может делать ткань как на основе углеродного волокна, так и на основе стекловолокна. Ну а ее мощность более 1000 погонных метров в сутки, что если переводить на лыжи горные, это более 500 пар. И на такой ответственный момент мы не могли не позвать заказчиков. Ну, естественно, они с минуты на минуту будут. Пойду их встречать. Привет, Дима. Привет, Саша. Привет, Юра. Дима, основатель компании Paperboards, производства горных лыж и сноубордического оборудования и лонгбордов. Саша Чижов, основатель компании Imperial Ski. Юра, основатель брендов Prime и Terror, производства горнолыжного и сноубордического оборудования. Ребят, спасибо, что приехали к нам на производство. Вот, собственно, вот эти ребята объединились вместе, чтобы осуществить вот этот интересный проект. Первый вопрос хочу Юре задать. Юра, можешь рассказать, пожалуйста, в целом об этом проекте поподробнее? Ну, в первую очередь, наш проект – это российское производство сноубордической и горнолыжной экипировки. И здесь мы находимся по той причине, что именно в Юматексе компания Росатом могут произвести для нас совершенно нового качества стекловолокно. Тем самым мы можем повысить локализацию нашего производства. Не без поддержки Минпромторга по импортозамещению производим у нас лыжи и сноуборды для спортивных детско-юношеских школ. Дим, скажи, пожалуйста, почему именно мультиаксиальная и почему именно стеклянная ткань? Что лыжи, что сноуборды, они по конструкции примерно одинаковые. Деревянный сердечник и такой силовой каркас из стеклопластика. Стандартная ткань, там нити, они вот так вот переплетены. То есть это как такая очень вялая пружинка. Ну, то есть она, видишь, вот так вот тянется. А нам нужно, чтобы волокно было натянуто просто в струну. И, плюс в плетеных тканях там 2 направления, а нам нужно 3. Вот, собственно, мы плавно подходим к мультиаксиальной ткани. А почему третье направление нужно? Ну, понятно, нагрузка. Продольно понятно, да, потому что у нас такое. А еще 2 диагональных на кручение, так называемая торсионная жесткость. Ну, собственно, как на лыжах есть, как раз там и происходит эта перегрузка. Да, все так. Понятно.
Саша, тебя хотел спросить, а что, собственно, самое сложное в производстве таких лыж? Самое сложное – это отработка технологий, потому что на это уходит гораздо больше времени на подбор как раз стеклотканей, полиуретанов, скользящих поверхностей, отработка готового инвентаря спортсменами. Она происходит не один год, бывает даже до 4-5 лет, уходит на то, чтобы просто сделать конструкцию максимально надежной и конкурентоспособной к другим мировым брендам. Как долго здесь пришлось, если не секрет, потратить время на, собственно, разработку всей технологии? Ну вот мы с Димой вместе, наверное, уже больше 10 лет. Каждый из нас больше 10 лет этим занимается. Мы изначально конкуренты. Да. В целом всю эту технологию производства лыж вы вместе порознь разрабатывали долгое время. Советы, потом да, вместе, да. ну, делились опытом. И на самом деле это плюс огромной вот такой работы. У нас сейчас все, кто делают руками, что, ну, как бы имеет свои производства, они все так или иначе друг с другом общаются и как бы делятся технологиями какими-то, материалами. Ну вот как бы из этого идет прогресс, какие-то достижения новые. Супер. Ну что, а теперь посмотрим наше производство. Вот как раз подходит Владимир, начальник цеха. Владимир, привет, знакомься. Да, Владимир ответит на все ваши вопросы, а я буду ждать вас в конце линии. Я здесь уже все видел. Удачи. Давайте пройдемся поближе к станции и посмотрим. Я правильно понимаю, что вот этот узел, он укладывает один из слоев, который проезжает, и дальше там докладываются остальные, да? Да, вы все правильно сказали. Данная станция производит укладку первого слоя данной ткани, а следующие слоя мы можем сейчас пройти и посмотреть наглядно на следующей станции. Например, давайте пройдемте. Федя, экскурсия у нас закончена. Супер, спасибо, Вова. Ну что, ребят, вот, собственно, и ваша мультиаксиальная стеклянная ткань. Как считаете, сейчас вот прям даже так по виду можно определить, насколько она вот соответствует тем ожиданиям, параметрам, которые в нее изначально закладывались? Слушайте, очень важный параметр у ткани, когда вот между этими продольными линиями минимальное расстояние. И вот надо сказать, что, ну, по крайней мере, среди всех российских производителей это очень достойно. Мы сейчас имеем возможность в эту часть ткани добавлять диагональные вставки из карбоновой нити. Я так понимаю, речь идет о гибридной мультиаксиальной ткани. Да, гибридная. Да, так как машина, собственно, и создана для того, чтобы делать углеродную мультиаксиальную ткань, она позволяет делать и гибридную. То есть мы можем разные слои набирать из разных волокон, и углеродной, и стеклянных волокон. Тут мы немного уже задерживаем ребят, им нужно отрезать рулон, упаковывать и отправлять к вам. Хотелось бы посмотреть ваше производство. Ни разу не видел, как делаются лыжи. Так что Идем, покажем. Покажем, как происходит волшебство. Друзья, мы переместились немного в другой район Москвы, с Технополиса Москва в район электрозавода на производство горнолыжного и сноубордического оборудования. Я так понимаю, это наша ткань? Да, как раз таки? она уже в работе. Давай я расскажу себе поэтапно, как здесь все происходит у нас на производстве. То есть это заготовки, которые мы здесь нарезали, дальше они пойдут в склейку. Вот, идем покажу. Пойдем. Здесь у нас происходит подготовка скользящей поверхности к склейке. Это специальный пластик, который очень скользкий, а то, что вот это по краю видишь, это металлический кант,
чтобы он вгрызался в жесткий склон получше. И он, соответственно, наклеивается отдельно. Скажи, пожалуйста, пластик где производится? Пока австрийский Есть в планах производить здесь? есть. Мы над этим работаем. Вот, собственно, это рулоны пластика. Это скользяк, вот он полупрозрачный такой. На него как раз переносится изображение. Он бывает цветной, из него там аппликация выстраивается. И верхний защитный пластик, он, как правило, белый. Вот, посмотри, печатается принт. Кто делает принты? Данный принт он делает тот же человек, который разрабатывал шейп вот этих лыж для фристайла. Вот. Я делаю для фрирайда, для лонгбордов. У нас делает принты девушка, наш амбассадор. Естественно, у нас есть какие-то принты, внешние дизайнеры делают. Мы делаем кастом в том числе. То есть человек приходит, говорит, вот я хочу вот сам что-то нарисовать и реализовать такой проект. Ну, вот Женя возвращается, подготовил принт к переводу. Это оборудование покупное или самостоятельно сделано? Нет, мы стараемся делать все сами, ну, либо здесь где-то размещать заказ, разрабатываем там чертежи и нам что-то изготавливают. Данный пресс навскидку будет стоить рублей так 200-300 тысяч. Самостоятельное изготовление, да. А такой готовый будет тоже 200-300, но уже евро. Процесс довольно простой. Это называется модным словом сублимация. По сути, это термоперенос. То есть вот то, что я говорил, чернила нагреваются при там, 190 с копейками градусов и переносятся в пластик. Причем в пластик они... По сути, прижали, нагрели, да, открыли, все. У нас получается принт на скользяке. и перешли в пластик. И причем в пластик они не просто прилипли, они входят прям в структуру. То есть ты можешь кататься по камням, у тебя стираться принт не будет, он просто будет процарапываться. Его отодрать вообще невозможно, он становится частью пластика. Все, вот Женя раскладывает пластик, накатает на нее защитную пленку, чтобы в прессе она не пачкалась эпоксидной смолой. И дальше мы можем пойти посмотреть, собственно, как происходит укладка в пресс. Пойдем? Так, Дима, что здесь происходит интересного? В основе конструкции и лыж, и сноубордов всегда лежит бутерброд из разных слоев материалов, так называемый сэндвич. В самом низу у нас скользящая поверхность, про которую мы уже говорили. Это как раз она, скользящая поверхность укладывается. Сейчас Кирилл ее укладывает. Затем пойдет слой стекла, после отвердения он станет стеклопластиком. Вот. А затем мы положим деревянный сердечник. Дим, подскажи, а зачем деревянный сердечник в лыжах? Какую функцию несет? Это сэндвич, и основную нагрузку на себя воспринимают верхний и нижний слой. Сердечник, он, конечно, дает мне некие характеристики сам по себе, но основная его нагрузка – это просто раздвинуть эти слои. То есть, по сути, набрать толщину изделия. Набрать толщину, да, но при этом он как раз задает форму лыжи, то есть так называемый шейп, так называемый весовой прогиб. Затем у нас опять идут усиления из виброгасящих материалов, слой стеклопластика. Это какое-то стандартное количество слоев, принятое там в этой технологии? Либо все-таки это ваше там... Оно варьируется от разных моделей, от разных требований. То есть во фристайл модели здесь вот, ну, как ты видишь, будет очень много виброгасящих слоев. Дим, сейчас, я так понимаю, перед нами самый ответственный момент происходит. Самый ответственный будет, когда мы будем доставать. Так. Вот. А сейчас происходит закладка кассеты в пресс. Подадим давление, дадим температуру, и наш бутерброд будет запекаться. Как долго? Основной процесс, как я уже говорил, занимает там минут 15-20, но потом нужно полностью остыть, и вот как раз остыть занимает, ну, грубо говоря, почти 2 часа. А в целом все производство, если брать на месяц, какая производительность? Малые производители, ну, в месяц мы, максимум, чего мы делали, это было 200 пар. Но это именно лыж. У нас есть еще лонгборды, есть еще сноуборды. Кирюха, включай пресс. Все, необходимое давление достигнуто, температура подключится автоматически. В принципе, мы можем пойти попить чайку.
Понятно. Так, Дим, скажи, пожалуйста, а вот это, я так понимаю, только свежеотпрессованный лонгборд? Да, это как раз отпрессовано вот уже с вашим материалом. А давай, знаешь, что я покажу? Почему мы, собственно, к вам тогда обратились. Можно подержать? Да. Легкий. Вот если обратишь внимание, видишь, вот поверхность, она стала ровная. Вот со стеклотканью вашего конкурента здесь было очень много пузыриков, потому что там волокна, и между ними оставалось большое расстояние. Это все, во-первых, заливалось смолой, увеличивался вес, и очень некрасиво это сказывалось на поверхности. А здесь вот поэтому положил, чтобы показать, что, видишь, все стало хорошо. Давай посмотрим, что там получилось. Так, что мы видим? Ну, предварительно все хорошо. Остались финальные операции, вырезка и шлифовка. Это будет происходить в следующем цеху. Там тебя встретит Саша. Саша, привет. Привет. Давно не виделись. Принес тебе заготовку из другого цеха. Расскажи, что с ней здесь будет происходить дальше. Здесь у нас происходит финишная обработка изделий. Сначала мы обрежем все лишнее на ленточной пиле, потом мы заточим кант на шлифовальной машине и подготовим скользящую поверхность на этом станке. Понятно. Скажи, что вот это за интересная такая штуковина? Помимо черновой обработки здесь у нас еще присад для водных видов спорта, для вейкбордов и водных лыж. И плюс деревообработка, ЧПУ. Это там, где И делаются смысл. сердечники? Да, да. Отлично. Ну, давай показывай. Лыжи готовы? Да, давай посмотрим. Провели мехобработку, все обрезали. Осталось снять защитную пленку. Давайте Посмотрим. снимем. О, класс. Все срослось. Офигеть, какие красивые. Вот представляете, буквально за одну неделю с нуля в Москве были произведены вот такие профессиональные горные детские лыжи. Прямо сейчас, в данный момент, на этих лыжах тренируются дети. Да, да, в спортивных школах тренируются дети. Можно ставить крепление и кататься? Пока нет, нам нужно пройти финишный контроль качества. И как раз этим сейчас занимается Дима в соседнем помещении. Друзья, уже не терпится узнать, все ли в порядке с нашими лыжами. Вот мы находимся в зоне выходного контроля. Тут Дима уже что-то делает, какое-то волшебство. Дима, рассказывай. Я смотрю, у тебя здесь сам Джон Леннон. Он следит за качеством нашей продукции. Помимо визуального контроля мы должны проверить соответствие всем техническим характеристикам. И мы всегда комплектуем пару, подбирая к ней из всей партии наиболее подходящую лыжу. То есть жесткость не должна отличаться там больше 2-3%. Вот. И на этом стадии мы, собственно, контролируем жесткость. Делается это вот так вот. Все это переливается в компьютер, и, собственно, мы видим два графика и небольшие отклонения в пределах допустимого, что две лыжи соответствуют, можно на них кататься. Передам слово Юрию, он тебе покажет что-нибудь интересное. Юра, привет. Привет, Федя. Прошло немного времени, мы уже у вас на производстве. Добро пожаловать. Вижу здесь много красоты. Мне ребята показали весь процесс. Это очень увлекательно. Ну, вообще здесь весь спектр нашего производства, и это лишь то, что мы официально застабилили. Здесь есть жесткие сноуборды, здесь есть... Вот речь про него да. как раз идет. Там внутри только углеродное волокно, либо
еще и стекло, комбинация идет. В большинстве случаев мы используем комбинацию, потому что таким образом она может правильно распределять и жесткость, и упругость всей доски. Там, кстати, за ней стоит сноуборд с прозрачным топшетом, сделан специально для того, чтобы видеть внутренние слои и сердечника, и стекловолокна, и полиуретана, и то, Так, как вот закладные стекловолокно, сделаны. да, полиуретан. А сердечник? Ну, сердечник видно просто, как вот он, из чего он сделан. Кстати, тут тот самый несрощенный сердечник, то есть это единые ламели без нарощенности. Это супер уровень. Было бы прекрасно посмотреть, как на них ездят на наших лыжах. Подушка в All Pro парке открывается с 1 июля. Соответственно, мы едем туда, тестируем на наши новые модели по лыжам и по сноубордам. Поэтому добро пожаловать, посмотрим, как ты справишься с этой С частью удовольствием видео. попробую. Юра, спасибо за приглашение, было очень интересно. Думаю, будет увлекательно покататься, может быть, даже попрыгать. Увидимся на склоне.